Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня мы приготовим самые пышные паровые вареники без яиц, без масла и без дрожжей. Элементарно простой и быстрый рецепт, по которому всегда получаются самые воздушные и мягкие вареники. Весь секрет, конечно же, в первую очередь именно в тесте. Ну и еще пару небольших секретиков для получения идеального результата. Рецепт пышных паровых вареников универсальный и подходит под любую начинку, как сладкую, так и соленую. Обязательно сохраняйте рецептик. Очень. Итак, начнем приготовление. В миску вливаем кефир 2,5% жирности, 250 мл комнатной температуры. Добавляем на кончики чайной ложки соли и 1 чайную ложку сахара. Все перемешиваем. Сахар и соль начнет постепенно растворяться в кефире. Дальше нам понадобится 300 граммов муки и чайная ложка без горки соды. Соду всыпаем в муку, перемешиваем и просеиваем в тесто. Но можно добавить и по-другому. Сначала всыпаем в кефир часть муки, затем сверху на муку посыпаем соду и перемешиваем. И дальше продолжаем замешивать, постепенно добавляя муку. Эти два способа абсолютно рабочие. Муку добавляем в несколько этапов, только добавили одну часть, вмешали и добавляем следующую. Это тесто готовим без яиц и без масла, но если есть желание, вы можете добавить желток, либо целое яйцо. Лопаткой уже вымешивать неудобно, поэтому дальше продолжаем рукой. Я вмешала 300 граммов муки, но тесто продолжает еще быть липковатым. Поэтому, конечно же, чувствуйте тесто. И я еще добавлю 2 столовых ложки муки. Буду на подпыл и буду постепенно вмешивать. Нужно добиться эластичности и однородности теста. Долго вымешивать не нужно. Вот так вот подсыпаем и вымешиваем, пока однородным, мягким, эластичным вы должны почувствовать. Я точно скажу, сколько у меня уйдет муки и сколько я вымешивала его до нужного состояния. Кстати, вымешиваем обычно вот такими вот слегка протяжными движениями. Муки совсем немного и вот так вот протягиваем его. Вот так вот. Таким образом мы быстрее достигнем нужной нам консистенции. Всего у меня ушло 300 граммов муки и плюс 2 столовых ложки при замесе. Но в первую очередь я ориентируюсь по тесту. Оно должно стать однородным, мягким, но все равно будет продолжать слегка липнуть к рукам. Но если добавить столько муки, чтобы оно абсолютно не липло к рукам, вы его просто забьете. И вареники уже не получатся воздушными и вкусными. Вымешивала я тесто до 5 минут. Дальше можно в миске, можно вот так вот на столе ставить тесто примерно на минут 10-15, максимум 20, для того, чтобы в тесте хорошо развилась клейковина. И накрываем. Я накрою миски, в которой замешивала. И пока тесто отдыхает, приготовим творожную начинку. В миску добавляем 300 граммов творога, у меня 5%, можете пожирнее взять, а лучше всего домашний. Добавляем 1 желток и 1,5 столовых ложки сахара. Сахара можете уменьшить, либо увеличить по вкусу. И для приятного аромата добавим пакетик ванильного сахара. Дальше все измельчаем хорошенько вилкой. Если у вас творог будет слишком резиновый, можете перетереть через сито, либо немного измельчить блендером в более мягкую массу. А слишком влажный творог желательно отжать от лишней сыворотки. Этого количества творога хватит на половину теста, но чтобы хватило на все количество, удвойте начинку в 2 раза. Прошло 20 минут. Тесто хорошо отдохнуло. Разделяем тесто пополам. Одну часть отправляем под крышку, либо в пищевую пленку, а вторую часть раскатываем в нетонкий пласт. Хорошенько припыляйте мукой, чтобы ничего не прилипало. И раскатываем круг, желательно одной толщины. Вот такая вот должна получиться толщина теста. Ну, здесь не меньше 4 мм. И дальше вырезаем кружочки. Вырубкой либо стаканом. Не сильно большие, потому что они еще хорошенько подойдут, надуются. Если будут сильно крупные, будет не особо удобно кушать. Обрезки убираем и собираем их
шарик. И дальше добавляем начинку. Добавляйте начинки побольше, так как тесто будет пышненькое. Примерно по 1,5 чайных ложки, но в зависимости, какой у вас будет диаметр кружков. Ручки припыляем немного мукой и начинаем лепить. Тесто очень мягенькое, податливое. Сначала мы его вот так вот скрепляем сверху, берем в ручку и дальше пальчиком начинку убираем внутрь и слепляем тесто вот таким вот образом. Вторую часть тоже прижимаем пальчиком начинку и скрепляем дальше как вареник. И еще раз можете для уверенности пройтись по шву пальчиком. Первый вареничек готов. И еще раз показываю. Берем сначала вот эти вот концы, скрепляем вместе. Вот так вот. Начинки очень много. Ну вот за счет того, что ее много, они будут и вкусные. Пальчиком прижимаем. Этим пальчиком мы уже не лепим. А вот эти, которые в муке, и скрепляем вот так вот. И еще раз проходимся по краю. Вот так вот. Все. Теперь готовим пароварку. В кастрюлю наливаем воды, либо же чашу мультиварки, если у вас есть пароварка, либо просто в обычную кастрюлю. И дальше, если у вас есть сито, можете сито поместить наверх, либо марлей замотать, либо у меня вот такая на ножках пароварка. Опускаем, вода не должна доходить до вареников, то есть они должны находиться над водой. И сверху накрываем крышкой. И вот такое сооружение вы можете сделать как сами с кастрюлей, так и в мультиварке-пароварке. Когда вода закипит, можете вот эту решетку смазать немного растительным маслом. И выкладываем вареники. Кладите немного с дистанции, чтобы они не слиплись, когда они будут надуваться. Накрываем крышкой и готовим на пару 6 минут, максимум 7, но обычно 6 минут этим вареникам достаточно. Тарелку, на которую будете выкладывать вареники, смазываем растопленным сливочным маслом. Посмотрите, какие пышные получились красивые варенички. И сверху смазываем растопленным сливочным маслом, чтобы они не слиплись, и так они будут намного вкуснее. И для ребенка я сделала немного вареников с ягодами. Это будут замороженные ягоды, у меня черника, вы можете взять абсолютно любые, но желательно, чтобы они были целостные. Вишня, черника. Если у вас уже они разморозились, тогда отбросьте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. У меня ягоды еще слегка примороженные. В отдельную миску добавляем 2 столовых ложки сахара и пол столовых ложки кукурузного крахмала. И все вместе перемешиваем. Сахар подсластит кисленькие ягоды, а крахмал удержит сок внутри вареника. Высыпаем ягоды и добавляем сахар с крахмалом. И сначала сверху слепливаем, а потом по бокам. И 6 минут до готовности на пару. Ну что, варенички готовы? Так, ну что, варенички готовы, пышные, ароматные, ну очень аппетитные. Давайте попробуем уже наконец-то их. Обязательно со сметанкой, пробуем их, пока они еще горяченькие. Пышные такие, вообще просто нереально красивые. Ура, наконец-то ты сделала вареники. Давай вместе пробовать. Самый мягкий вареник. Ну, такое тесто пышное. Угу. Тесто, кстати, очень воздушное, очень такое взрыхленное, не забитое, мягенькое.
и внутри такие как бы пузырики воздуха, оно такое воздушное и мягкое. Вот это самый главный показатель теста, чтобы оно было вкусным. И чем пышнее, тем вкуснее. Очень нежные, очень вкусные. Супер рецепт. Это самое лучшее, которое я пробовала. Хочу вам рассказать про эти паровые вареники. Я их никогда не пробовала, в детстве мне их мама не готовила, вообще не знала про существование таких пышных паровых вареников, несмотря на то, что это традиционные украинские, полтавские вареники. Мы, когда сюда приехали в Киевскую область, мы начали пробовать, и я была просто в восторге. Я несколько раз пробовала и мечтала их приготовить. Но вот этот рецепт уже до конца усовершенствован в том формате, который вот когда он воздушный, нежный, мягкий, идеальное тесто, вкусная начинка, вот когда все сделаете так, это самые идеальные вареники. Это самые вкусные, которые я здесь пробовала вареники. Вот именно по этому рецепту. Но, честно сказать, когда вы всю жизнь ели обычные вареники, вареные в воде, а потом вы видите вот такой вот пирожок, то, честно говоря, я была в шоке. Впервые их попробовала в школе, у нас девочка принесла вот такие с клубникой. Я была просто шокирована размером вареников, что это пирожки, не вареники. Ну, в общем-то, моему удивлению не было предела. И с фруктами, с ягодами, с творогом. Это тесто подходит и с картофелем, можете капусту. Любая начинка, и это просто невероятно будет вкусно. Они покоряют с первого укусика. Вообще. Я уже наелась, они такие сытные. Главное соблюдать правила. Много начинки, вот прям много. Так вот ее поджимайте пальчиком, но все-таки туда нужно добавлять именно много начинки. Тогда они будут вкусные. Если вы не пробовали еще в своей жизни паровые вареники, то поверьте, вы очень многое теряете. Попробуйте, это безумно вкусно. Кстати, если у вас остается на следующий день, можно их немного пожарить на сковороде, и будет такая поджаристая корочка, и со сметанкой тоже очень вкусно. Но еще есть вариант, я беру прям их слегка поджариваю на сковороде, совсем чуть-чуть, и прямо в сковороду добавляю сметаны. И все это со сметанкой немножечко, как бы, знаете, под крышкой пару минуточек, все, и просто получается очень вкусно. На завтрак это просто супер. Так что, друзья, очень рекомендую приготовить. Обязательно попробуйте. А если приготовите, жду ваши фотоотзывы в наш телеграм-канал Кухня Эвелин. Добавляйтесь. Кстати, там немножечко больше всего интересного, то, что я не публикую в Ютубе. И там мы быстрее отвечаем на комментарии. Да, и отвечу. Постараюсь вам ответить быстрее на ваши вопросы. Так что пишите, добавляйтесь. Всем огромное спасибо, что досмотрели нас до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Как ты это сделала? Руками.